Этот выпуск я решила посвятить друзьям нашим пернатым, так как значение их сложно переоценить, а зимой и особенно ранней весной им требуется наша помощь. Какова роль птичек в нашей жизни? Как им можно помочь? А как можно случайно навредить? Об этом подробнее далее. Полетели! Птицы уничтожают вредных насекомых, из-за которых ежегодно гибнут миллионы кубометров древесины и миллионы тонн зерна, фруктов и овощей. Птицы нередко спасают урожаи. Мелкие птички уничтожают множество мух, которые являются разносчиками разных заболеваний. Птицы истребляют огромное количество мошек, комаров и слепней, которые отравляют жизнь людям и домашним животным. Птицы играют огромную роль в уничтожении вредных для полей сорняков. Птицы украшают природу и оживляют ее своей звучной песней. О птицах, как о гастрономических объектах, я говорить не буду, так как это не позволяет мне моя картина мира. Но для многих это тоже существенный фактор. Наблюдение за полетом птиц подтолкнуло людей к изобретению летательных аппаратов. Изучение полета птиц до сих пор влияет на развитие современной авиации. Перьями птиц люди украшают волосы и одежду, а также используют их в быту. Все знают, что птицы разносят семена, а голуби использовались для связи. Например, они переносили известия из осажденных городов. С незапамятных времен птицы служили источником вдохновения для поэтов, музыкантов, художников и просто мечтателей. Сильные морозы с обильным снегопадом и ветром очень сильно осложняют жизнь зимующих у нас птиц. До корма не добраться, а в короткий зимний день очень мало времени, чтобы накопить энергии. Очень часто птицы гибнут от голода, но в перелетах погибает еще больше птиц, поэтому они зачастую решают оставаться зимовать с нами. По данным ученых, от холода погибает, например, почти до 90% синиц. Важный момент. Если вы начали подкармливать птиц, то, пожалуйста, подсыпайте корм регулярно. Поиск пропитания у птиц устроен так, что они назначают определенный маршрут следования с наиболее удачными точками и потом следуют ему. Таким образом, они экономят энергию, которая нужна им для обогрева. Если кормушку бросили, это очень плохо. Значит, птицы зря теряют силы. Подкармливать птиц следует до тех пор, пока полностью не сойдет снег. Для мелких птиц воробьев, синиц, московок, лазаревок лучшей пищей будут семечки подсолнуха. Неважно, очищенные или нет, главное, чтобы они были сырыми и не солеными. Такие можно купить на развес в любом супермаркете. Также их можно подкармливать слегка подсушенным белым хлебом. Не давайте птицам черный хлеб, а также сдобную выпечку и сладкие изделия. Излюбленным кормом некоторых птиц являются семена различных растений, особенно злаков. Насыпав в кормушку проса или овес, вы привлечете к ней воробьев, щеглов и других зерноядных птиц. Очень часто в кормушках можно увидеть пшено, но некоторые орнитологи утверждают, что оно достаточно плохо усваивается многими птицами. Ягоды рябины и боярышника привлекают самых красивых зимних обитателей – снегирей и свиристелей. Шишки служат основой зимнего рациона дятлов и клестов. Водоплавающих птиц, уток, лебедей не стоит вообще кормить хлебом. Птицы от него жиреют и не могут залететь. В качестве корма лучше использовать различные зерновые, в идеале слегка отваренные. Подойдет перловая, гречневая крупа, ячмень. Особенно полезными будут пророщенные зерна пшеницы. Если же кормление уток стало для вас любимым занятием, можно приобрести комбикорм для домашней птицы. Он обычно продается на рынках или в специализированных магазинах. Кормушки можно соорудить из самых разных подручных материалов – стеклянных банок, пластиковых бутылок, пакетов из-под соков или молока, фанеры, картона и так далее. Главные правила. Корм должен быть надежно укрыт от снега и дождя. Птицам должно быть достаточно удобно и безопасно посещать кормушку. Отверстия должны быть достаточно большими, а острые срезы заклеены
К примеру, скотчем. В интернете полно информации о том, как можно соорудить кормушку легко и практически из чего угодно. Загляните на сайт охраны птиц России или любой другой за подробными инструкциями. Помните, главное, чтобы в кормушке всегда был корм. А конструкция – дело второстепенное. Помни, что, помогая птицам, ты делаешь доброе дело. А значит, меняешь мир к лучшему. Поделись этим видео для вдохновения с другими. Благодарю за просмотр. Всем мира и добра!